Добрый день, меня зовут Маргарита, и сегодня мы находимся в небольшом городке во Франции, про который говорят, в нем остановилось время. Этот город также признают одним из самых живописных во Франции. Это город Динан в регионе Британии. Первое письменное упоминание Динана датируется 1040 годом. В документах также упоминается и Жюслин, первый лорд и основатель города. Сегодня в Динане проживает около 14 тысяч человек. Если бы кому-то пришло в голову снимать фильм о средних веках, Динан был бы идеальным местом. Здесь не пришлось бы ничего менять. Узкие мощенные улочки, старинные дома и храмы, и мастерские художников. Все это создает неповторимую атмосферу средних веков. В год основания Жюслин строит на холме, возвышающемся над рекой Ранс, крепость, откуда открывается отличный вид на порт и мост, установленный на реке. А в XIV веке Жан IV де Монфора Бретонский решает, что именно в городе Динан его подданные должны присягнуть в верности. И вот тогда он приказывает сравнять старинную крепость с землей и построить новый замок. Таким образом, в 1380 году был построен замок Динана, Шато-де-Дюно. Для его построения был использован принцип суперпозиции пространств. Это значит, что одни этажи были построены поверх других. Таким образом, нижние этажи выполняли функциональную роль, тогда как верхние этажи были залами для приема гостей и, например, спален. Вы можете заметить, что окна достаточно большие для такого рода сооружения, тогда как стены толстые. Таким образом, замок получился уютным и выполнял оборонительную функцию в то же время. 8 августа 1488 года замок Динан без боя сдался королю Франции Карлу VIII. Анна Бретонская вышла за него замуж, став королевой Франции. В последующие годы она вносила немало пожертвований городу. Замок был настолько хорош, что его модернизировали и построили новые артиллерийские башни. Таким образом, он стал действительно изюминкой города Динан. Над замком развивается флаг, он же герб Динана. Вы можете заметить там такую горностаевую полоску. Это отсылка к принадлежности к Британии, региону во Франции. И также на нем изображены 3 замка, один из которых это отсылка к замку Динана. Безусловно, замок стал важным символом Динана, но отнюдь не единственным. И еще одной особенностью Динана являются фахверковые дома. Фахверк переводится с немецкого «каркас». Особенность в том, что каркас никто не прятал, это элемент стиля. Таких домов в Динане около 130. Самый примечательный из них это этот, дом наместника. Первоначально он принадлежал богатому торговцу холстами. На первом этаже он продавал свои холсты, а на втором жил. Потом дом принадлежал наместнику, но наместник здесь не жил, потому как дом находится за пределами крепостных стен. В 50-х годах этот дом отреставрировали, и он сейчас выглядит так, как выглядел первоначально. Сейчас на первом этаже располагаются выставки художников и скульпторов, а остальные этажи реставрируются для придания им первоначального вида. Еще одна особенность домов на улице Жорзуаль – это то, что, начиная со 2-го этажа, дома немножечко больше мы можем видеть, чем первый этаж. Это сделано не просто так, а потому что в те времена, когда дома строились, 15, 16, 17 века, налоги исчислялись по первому этажу. Таким образом, предприимчивые жители начинали строить дома, начиная с 2-го этажа, расширяя их. Вообще, в центре города вы не найдете ни одного дома младше 200 лет. Мы находимся на улице Жорзуаль. До сих пор никто не знает, откуда она получила свое название. Однако в средние века она играла очень важную роль. Она была единственным путем из порта в центр города, по которому поднимались и спускались торговцы, привозившие сюда свои товары. Со строительством моста улица утратила свое назначение, потому что люди выбирали более приятный путь, потому что градус уклона здесь составляет в некоторых местах около 35 градусов. Однако улицу заселили ремесленники, кожевники и ткачи, которые впоследствии начали творить и жить здесь. Немножечко позже улица стала пустой, она стала пустовать, а в 70-х годах 20 века ее снова заселили художники и творцы. Они живут по сей день здесь. С одним из них мы сегодня поговорим. Je m'appelle Jean-Luc Brandilly, je suis sculpteur. Je suis arrivé il y a 40 ans dans cette rue. Il faut savoir que le Gersoal, c'était une rue qui était un petit peu abandonnée. Nous sommes maintenant une trentaine d'artisans présents dans nos échoppes. Nous avons donc, en fin de compte, redonné vie, redonné une âme à cette rue. Дома творцам достались в руинах, но они сумели шаг за шагом восстановить улицу, сделав ее самой живописной улицей Динана. На знаменитой улице также можно полакомиться не менее знаменитой сладостью под названием квиноман. Это бретонский традиционно слоеный пирог. Он был изобретен совершенно случайно в Британии. Однажды в пекарне разобрали весь товар, но очередь не уменьшалась. Чтобы не оставлять своих клиентов голодными, пекарь Иврене Скардия приготовил пирог из того, что у него оставалось – масло, сахар и тесто. Так и появилась местная сладость. Позже его улучшали благодаря искусному складыванию теста.
Благодаря своему удобному географическому положению Динан всегда был центром торговли. Что касается местного рынка, да, он тут тоже есть. Утро каждого четверга с 1902 года на площади Дугуклан местные фермеры и ремесленники выставляют свои товары – сыры, мясо, овощи, картины, одежду и так далее. Здесь также можно отведать и знаменитый галет-сосис. Галет-сосис – это свиная колбаска, пожаренная на гриле и завернутая в блин из гречневой муки. Импортированная из Азии гречиха была массово посеяна в регионе в 15 веке. Таким образом, она стала популярной в сельской местности недалеко от Рена. А позже, во время появления автомобилестроительной компании в Рене, в столицу региона стало переезжать много людей из деревень, привезя с собой некоторые гастрономические традиции. Неожиданно для немного буржуазного в то время Рена галет-сосис очень хорошо там прижился. Далее распространился по всей Британии. Его успех можно объяснить дешевизной и простотой. Кроме того, блюдо объединило в себе два британских деликатеса – гречневый блин и свиную колбаску. Ну, давайте вернемся к городу. Часовая башня была построена в 1470 году, а в начале 16 века сюда привезли часовой механизм, который является одним из старейших механизмов в Европе. Часовая башня возвышается над старым средневековым городом на высоту 47 метров и предлагает исключительную панораму для обзора достопримечательностей. Еще одной популярной достопримечательностью в Динане среди туристов является базилика Святого Спасителя. Она упоминается в текстах еще с 1123 года. Сейчас она представляет собой сложное сооружение, пережившее века. В 15 веке к ранним романским постройкам архитекторы добавили два крыла и капеллу в готическом стиле. А внутри среди впечатляющих алтарей есть небольшой памятник, в котором по легенде хранится сердце Бертрана Дюгуклана. А что насчет ночной жизни? В Динане есть улица Жажды, Rue de la Soif, которой нет на карте. Дело в том, что так ее прозвали местные, а на карте она называется улица Кондонри. Знаменита она среди молодежи тем, что здесь находится множество баров со своим собственным уникальным стилем. Вечером эта улица оживает. Мы находимся на Старом мосту, ему около 1000 лет. Он был построен здесь не случайно. Это точка разрыва между речным и морским рансом. Таким образом, Динан стал действительно могущественным экономическим центром. С 20 века здесь проходят исключительно прогулочные и частные яхты и катера. Таким образом, Динан не оставит равнодушным ни детей, ни молодежь, ни семьи. Если вы планируете посетить Британь, мы настоятельно рекомендуем посетить Динан. Вы не пожалеете. Спасибо за просмотр. До новых встреч!